В ходе подготовки войны против Советского Союза западному направлению Гитлер придавал исключительно большое значение. Согласно плану Барбаросса, немецкое командование намеревалось прорвать фронт быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных соединений севернее и южнее Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки советских войск, сосредоточенные вблизи западной границы. Планируя быстрый разгром советских войск в Белоруссии, Гитлер полагал, что, решив эту задачу, будет открыт путь на Смоленск и тем самым достигнут важнейший стратегический успех на московском направлении. В первую очередь, немецкое командование стремилось добиться разгрома советских войск в Белостокском выступе. Для этого предполагалось двумя ударами по сходящимся направлениям из Суворовского выступа и из района Бреста окружить, а затем и уничтожить главные силы Западного особого военного округа, тем самым обезопасить фланги и тылы ударной группировки немецких войск. Проведение операции было возложено на силы группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока и 2-го воздушного флота Кессель-Ринга. Всего в полосе Западного особого военного округа была развернута немецкая группировка численностью 635 тысяч человек, около 11 тысяч орудий и минометов, свыше 800 танков и штурмовых орудий, 1620 самолетов. Ей противостояли войска Западного фронта генерала Павлова, насчитывающие порядка 670 тысяч человек. Фронт имел на вооружении 2189 танков, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1500 боевых самолетов. По своему боевому составу фронт уступал лишь Киевскому особому военному округу. Необходимо отметить, что к началу войны соединения Западного фронта были не полностью укомплектованы. Ощущалась нехватка боеприпасов. Часть бронебойных снарядов была бракована. Кроме того, в составе мехкорпусов было много танков, выпущенных еще в 30-е годы, которые имели не только тонкую броню и слабое вооружение, но и малый запас моторесурса. Ранним утром 22 июня 1941 года германские войска перешли в наступление. В первые часы войны немецкая артиллерия и авиация уничтожили значительное количество военной техники, еще даже не вступившей в бой. В частности, за первый день боев ВВС Западного фронта потеряли 738 самолетов, из них 528 на земле, что составило около 40% самолетного парка Западного фронта. С первых дней войны немецкое командование активно применяло тактику двойных клещей. Из района Суволок при поддержке 9-й армии наступала 3-я танковая группа ГОТА, а из Бреста при поддержке 4-й армии 2-я танковая группа Гудериана. Окончательно клещи должны были сомкнуться западнее Минска. Тем временем на севере от Белостокского выступа 9-я армия генерал-полковника Штрауса атаковала с фронта 3-ю армию Кузнецова и на следующий день заняла Гродно и Скидель. Контрудар 11-го мехкорпуса Мостовенко успеха не имел. На южном фасе Белостокского выступа сокрушительный удар в направлении Бельска нанесли 3 корпуса 1-го эшелона 4-й армии Клюге. Оборонявшиеся здесь 3 советские стрелковые дивизии были отброшены и частично рассеяны. В свою очередь на юге, захватив Брест, 2-я танковая группа Гудериана стремительно продвигалась на северо-восток к Жабинке и Кобрину. К вечеру первого дня войны стало ясно, что советские войска в Белоруссии находятся в очень тяжелом положении. В небе полностью господствовала немецкая авиация. Попытки советского командования с 23 по 24 июня нанести контрудары корпусом Хацкелевича и группой Болдина в районе Гродно и Бреста успеха не имели, и немецкие корпуса 9-й армии продолжили охват основных сил Красной армии в Белостокском выступе. Поначалу командующий Западным фронтом Павлов недооценивал немецкую группировку в районе Бреста. Ранним утром 3-го дня боев в ходе удачного контрудара Красной армии под Слонимом был разбит моторизованный отряд противника. В машине убитого немецкого офицера была захвачена штабная карта с нанесенной обстановкой. Павлову, как бывшему танкисту, было достаточно одного взгляда на трофейную карту для того, чтобы осознать свою страшную ошибку. Вместо одной танковой дивизии из Бреста на Минск и Бобруйск двигались сразу 3 моторизованных корпуса вермахта. В каждом из них было по несколько танковых и моторизованных дивизий.
Это означало смертельную угрозу окружения для большей части войск Западного фронта. Учитывая сложность обстановки, Ставка 25 июня отдала приказ генералу Павлову срочно отвести войска из Белостокского выступа на рубеж укрепленных районов старой границы. Но было уже поздно. После упорных боев 47-й мотокорпус 2-й танковой группы Гудериана, ворвавшись в Слоним, перехватил шоссе Белосток-Минск. К моменту получения директивы войска 3-й и 10-й армии уже находились в полукольце окружения. Для отступления на Минск оставался узкий коридор шириной не более 60 километров между городами Скидаль и Волковыск, который находился под контролем противника. Тем временем продвигавшиеся на восток немецкие моторизованные корпуса натолкнулись на второй эшелон Западного фронта. У города Лида 57-й мотокорпус 3-й танковой группы ГОТА завязал бои с частями 21-го стрелкового корпуса, а 25 июня 39-й мотокорпус вышел уже на подступы к Минску. На следующий день немцы заняли Молодечно-Воложен-Радошковичи. Начались тяжелые бои у окраин столицы Советской Белоруссии. Минск оборонял 44-й стрелковый корпус комдива Юшкевича, занявший позиции Минского укрепрайона, а также 2-й стрелковый корпус генерал-майора Ермакова. 27 июня командование над войсками, оборонявшими Минск, принял штаб 13-й армии генерал-лейтенанта Филатова, который только что вышел из-под удара в районе Молодечно. Нарком обороны маршал Тимошенко отдал приказ Минск ни в коем случае не сдавать, даже при условии полного окружения войск. Стоит отметить, что наши войска успели занять укрепление линии Сталина и сумели на этом участке временно остановить продвижение противника. Чтобы избежать потерь при лобовом штурме Минского укрепрайона, 7-я танковая дивизия вермахта обошла Минск с севера, и ее передовой отряд занял Смолевичи на шоссе Минск-Москва. Трагические события происходили в этот день в районе Барановичей. 26 июня политотдел Западного фронта доложил начальнику главного политуправления Красной армии Мехлису, что в результате удара танковых частей вермахта была разбита плохо вооруженная 27-я танковая дивизия, и большая часть красноармейцев была рассеяна по лесу. Тем временем немецкий 47-й моторизованный корпус занял Барановичи, подходя к Минску с юга. На следующий день продолжались бои у западных и северных окраин Минска. Обходящие линию Сталина танки ГОТА достигли Борисова и в этот же день попали под контрудар 600-й стрелковой дивизии Русиянова. В ходе боя погиб командир немецкого 25-го танкового полка полковник Карл Ротенбург. Это был первый случай гибели командира немецкой воинской части на советско-германском фронте. Но к тому моменту у генерала Павлова фронтовые резервы были уже исчерпаны. 6-й мехкорпус оставался в полуокружении под Белостоком, и шансов на его вызволение почти не было. В итоге через 2 дня боев сопротивление советских частей в Минском укрепрайоне было сломлено. 28 июня около 5 часов вечера части немецкой 20-й танковой дивизии ворвались в Минск с северо-запада, а с юга в город вошла 17-я танковая дивизия из группы Гудериана. Но прорывом к Минску танковой группы ГОТА задача окружения советских войск была выполнена лишь наполовину. Для полного замыкания кольца окружения к Минску осталось выйти 2-й танковой группе Гудериана. Центром этого котла был город Новогрудок. 1 июля войска 4-й и 9-й немецких армий соединились и замкнули внешнее кольцо окружения. Западнее Минска, в районе Налибокской пущи, в котле оказались части 13-й, 4-й и остатки 3-й и 10-й армии. В скором времени начались первые попытки прорыва из котла. Упорные бои шли в районе Зельвы-Слоним. Наши войска отчаянно пытались вырваться из котла через переправы на реках Зельвянка и Щара, но превосходящими силами немцев они были прижаты к берегам рек и разгромлены. В свою очередь, части 21-го стрелкового корпуса начали переправляться через Березину у села Бакшты, но попали под мощные удары немецкой авиации, после которых корпус фактически прекратил свое существование. Потрепанным остаткам управления 3-й армии Кузнецова и отдельным частям 44-го стрелкового корпуса
удалось прорваться через Бутылочное горло в район Новогрудка к западу от Минска, и к 28 июля они сумели выйти из окружения севернее Рогачева. В свою очередь, остатки 11-го мехкорпуса Мостовенко, потеряв большую часть танков у деревень Большие Жуховичи и Будзевичи, разбились на небольшие группы и выходили к своим уже пешим порядкам. Однако далеко не всем окруженным в районе Новогрудка частям удалось прорваться из котла. Бои с окруженными советскими частями продолжались вплоть до 8 июля, причем немцам пришлось задействовать для борьбы с ними значительные силы, привлекая в том числе и танки. Стоит отметить, что 12-й танковой дивизии с 3-й танковой группы фактически увязла в боях под Минском, несмотря на настойчивые просьбы ГОТА высвободить ее для дальнейших наступательных операций на Витебском направлении. К 9 июля котел был окончательно зачищен. Всего в котлах под Белостоком и Минском были разгромлены 22 стрелковых и 7 танковых дивизий, 6 мотомеханизированных бригад и 3 кавалерийские дивизии. Всего в окружение попало почти 270 тысяч солдат и командиров. Были захвачены и подбиты 3088 танков, 1830 орудий и 344 самолета. В то же время, по современным оценкам, общие безвозвратные потери Западного фронта на 9 июля составили 341 тысячу человек и почти 77 тысяч ранеными. За 10 дней боев группа армий Центра лишилась порядка 16 тысяч солдат. В ходе наступления немецкие войска на западном направлении добились крупных оперативных успехов, нанесли тяжелые поражения войскам Западного фронта, захватили значительную часть советской Белоруссии и продвинулись на глубину свыше 300 километров. Итоги сражения стали настоящим ударом для советского руководства. Уже 4 июля командующий Западным фронтом генерал армии Павлов был арестован и 22 июля приговорен к высшей мере наказания. Анализируя причины поражения советских войск под Белостоком и Минском, необходимо подчеркнуть, что до войны в Красной армии не изучался опыт окружений. Войска не учили, как действовать в таких условиях. К началу войны средняя плотность построения армии прикрытия составляла около 30 километров на стрелковую дивизию вместо 8 по уставным нормам. Такая разреженная оборона легко проламывалась немецкими соединениями. Для построения войск с уставной плотностью требовалась переброска дивизий с глубины, которая к 22 июня 1941 года еще далеко не была завершена. Это было прямое следствие запаздывания развертывания войск Красной армии. С самого начала немецкого наступления наши соединения, не успев занять предусмотренные планом оборонительные рубежи, вынуждены были вступать в бой сходу по частям без должного оперативного построения, при этом вести оборонительные бои на неподготовленных позициях под непрерывными ударами авиации противника. В то же время удар Люфтваффе по аэродромам в первые дни войны фактически лишил советское командование авиации как эффективного средства разведки, вследствие чего командование Западного фронта не имело точных сведений о составе и направлении движения танковых и моторизованных дивизий противника. Также стоит отметить, что уже к исходу 4-го дня войны танковые соединения группы армий «Центр» продвинулись вглубь советской обороны до 250 километров. В итоге более 60 фронтовых складов и баз с имуществом и вооружением были либо взорваны и сожжены, либо оставлены немцам. Это привело к тому, что уже в первые дни войны не хватало боевых средств и продовольствия как для обеспечения войск на фронте, так и для вновь формируемых частей и соединений. В то же время оборонительная операция Белоруссии дала первый опыт подготовки и ведения подобных операций в условиях ограниченного времени, резко изменяющейся обстановки, применения больших масс танков и авиации. Сопротивлением на промежуточных рубежах, контрударами механизированных корпусов и общевойсковых соединений группе армий «Центр» был нанесен значительный урон, замедлены темпы ее наступления, что дало возможность советскому командованию развернуть войска второго стратегического эшелона, которому впоследствии на 2 месяца удалось задержать продвижение немецких войск в ходе Смоленского сражения.